Давай, люблю тебя, пока. Посмотрите, как мы обращаемся с нашим врагом, с нашими оккупантами, которые пришли нас убивать. Самореза. Я реально не шарю. Как? Что там внутри? Ну вот в виде самореза получается, и оно насквозь через, получается, через кости. Здесь ваш муж сидит. Хотела вас спросить, как вы относитесь к тому, что он воевал против Украины? И из 12 человек у нас 3 попало в плен, и остальные все погибли. Да, блин, это ваша часть, это ваша часть срань. Ладно, хорошо. Я тебя люблю. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, представьтесь, где вы служили. Я гвардии лейтенант Юн Илья Дмитриевич, служил в войсковой части 1340 и служу, продолжаю служить, город Севастополь. Родился я в Узбекистане, после чего в 2003 году переехал в Россию, в Республику Башкортостан, после чего прожил там до 11 класса участия и поступил уже в академию в Петербурге. Сколько лет вам? Мне 24. Так же, как и мне. Расскажите, пожалуйста, вы родились в Узбекистане, да? Я правильно понимаю? Да. А почему переехали в Россию? Ну, там были семейные нужды, и родители решили переехать в Россию. Ваши родители знали, что вы... Как они относятся к тому, что вы воевали? Ну, что вы пошли воевать? Нет, я им не говорил этого, то, что конкретно я там еду воевать или еще что-то. Они просто знали, что я еду в начале на учения, после чего, когда они уже узнали от жены, то, и после этого я уже им рассказал, что я на территории Украины. Вы говорите, что обучение. Да. Вот. Это вам так говорили? То, что у нас учение, да, нам сначала, как и всем сказали, то, что мы едем на учение, стояли в Крыму, недалеко там от моря, и после чего уже нас, как я говорил, забросили на большие десантные корабли, мы там дней 10-15 были, и после чего высадились уже на территории Украины. Вы знали, что Крым это Украина? Вы да. Понимали это? Да. Вы понимали, что вы в другом государстве? Ну, я это понимал, но я по выпуску, мне дали место, я поехал служить. На выпуске мне просто сказали, куда вы хотите служить. Я говорю, такие-то города не было. Мне сказали, вот есть город Севастополь. Я говорю, давайте в город Севастополь, все. Только такой вариант был? Нет, были другие, конечно, варианты, но этот более, более лучше был для меня и для жены. И после этого мы выбрали город Севастополь. Другие города России и Севастополь? Да. Выбрали Украину? Выбрал Севастополь. А почему? Вот и какие причины того, что выбрали именно Севастополь? Скорее всего, то, что там этот город, город-герой, во-первых, то, что там населения много, и по сравнению с другими городами есть с чем сравнивать, например, которые там города оставались, там, это в основном были деревни или города, которые, на территории воинской части это и был город. То есть, потому что там богаче? Не то, что богаче, а то, что развита инфраструктура, и было более проще там жить после, грубо говоря, это уже Петербурга, который я отучился 5 лет. Угу. Какая цель была того, что вы пошли воевать против Украины? Ваша личная? В моей личной не могу ответить на этот вопрос, могу просто сказать, то, что у нас была цель, как нам говорили, это забрать территории, которые раньше принадлежали Донецкой и Луганской Народной Республике. И, в принципе, все. Что такое Донецкая и Луганская республики? Что значит забрать территории? Которые раньше им принадлежали. Кому? Этим республикам. Нет, республики таких нет, это территория Украины. Это вы понимаете? Да, но я особо в истории не, не следил за этими процессами, когда это все происходило, так я скажу.
Я просто уже знал, что есть ДНР, ЛНР, все, как бы то, что до этого происходило, я не был, ну, не в курсе этого вообще. Где вы новости читали все это время? Где вы потребляли информацию какую-то? Вы имеете в виду уже, когда я был на территории Украины? Или Нет, до этого? До этого. Вот как ваше образование? Вот вы читали какую-то историю, как все происходило? Вы военный, вам же должно было бы интересно, за что вы воюете, куда вы едете, почему вы туда едете? Ну, в университете, да, была военная история, там все связано с этим, как бы читали, изучали, а так из новостей, это просто там российские обычные какие-то каналы, Россия-1, Первый, все, больше нигде новости не смотрел. Ну, и то это были какие-то, ну, когда были свободные часы, это там вечером, там 30 или 40 минут мы уделяли, там смотрели телевизор, новости и все. Это как бы и все. Вам никогда не было интересно, что происходило в Луганской и Донецкой республиках, так званых вам? Нет, ну как бы меня это мало интересовало на тот момент. Ну, я вообще, говорю, учился как бы в Петербурге, и как бы эти вопросы меня как бы сильно не затрагивались. Расскажите, пожалуйста, о боях, в которых вы брали участие. Как это все происходило с 24 февраля? Как я рассказывал, 24 февраля мы высадились на территории Украины. Где именно? Я не помню точно название села, недалеко от Бердянска, я так понимаю. Ну, линия это вот, там ниже где-то. Я не помню, честно, потому что уже прошло больше времени. Если там на карте посмотреть, то, может, я вспомню как название этой деревни, этого села, рядом с которым мы высадились. После чего мы около недели поездили, ну, получается, с одного места в другое, в третье, в четвертое, после чего мы 1 марта выехали опять на территорию Крыма. Уже не морским путем, а на колесах, ну, на машинах. После чего 8 марта мы заехали обратно. Где вы машины взяли? Ну, в смысле, это военные машины, колонна военных машин. Угу. Вот. И после чего 8 марта мы обратно заехали, и у нас было направление город Мариуполь. Не прям с корабля. Да, нет, первый раз, когда мы высаживались, да, это было прям с корабля, у нас БТРы плыли до берега около километра где-то. Угу. Вы должны были заходить в Мариуполь, да? Это уже второй раз, да, когда мы заехали. Получается, 8 числа мы выехали из Крыма, и где-то числа 10 мы были под Мариуполем. Расскажите о боях под Мариуполем. Меня до этого допрашивали, я всем это говорю, то что в самом Мариуполе меня не было на одной стороне. Получается, я занимался подвозом боеприпасов и продовольствия в основном, потому что мой взвод ушел в сам город, а меня не взяли, получается. Я был в лесополосе около 10-15 километров от самого города. Каждые там 2-3 дня я ездил и возил боеприпасы в сам город. Ну и продовольствие в основном. Вас одного не взяли? Нет, не то, что меня одного. Там, получается, один взвод уехал, один взвод остался на обеспечении. И вы приезжали постоянно в город и завозили Да. Что вы видели в Мариуполе? Когда я первый раз заехал, это было, наверное, уже конец марта или начало апреля, ну, около месяца после того, как это прошло. Видел уже то, что там все здания, все какие-то постройки были разрушены, но госпиталь был целый с того направления, которое мы заходили. И в основном, разрушенные здания, все сгоревшее. Людей убитых видели? Нет, не видел. Видел последний раз, когда завозил боеприпасы, также поехал, видел рядом с часовней уже могилы. Там была, получается, часовня маленькая какая-то, и рядом с ней были могилы уже закопанные. Сколько этих могил? Это много было могил? Не могу вам точно сказать, потому что они каждый день вроде хоронили, но на тот момент, когда я ездил, там 4-5 было или еще что-то. Потом, когда мы уезжали, сказали то, что там больше этих могил стало. Как у вас ощущение от Мариуполя такого разбитого с могилами?
Не очень хорошее впечатление было, когда я заезжал впервые в этот город, потому что до этого я такого никогда не видел. Вы понимаете, что это русская армия сделала? Да. Ну и не только, потому что как бы война не в одну сторону шла, противник тоже стрелял, также использовал артиллерию и, ну, как бы все, ну, это понятное дело, то, что мы зашли на вашу территорию, а, ну, так, по сути, не только это русская армия, ну, причинила вред этому городу, так вот можно сказать. Авиабомбы Украина не сбрасывала. Авиа нет. Вы видели гражданских, вы общались с ними? Да, видел гражданских, которые там был, получается, в Мариуполе, забыл, типа Икеи или на выезде, или какого-то большого торгового комплекса, оттуда людей, да, метро, вот. Там люди, получается, которые шли в ту сторону, они просили нас подвозить, говорили, типа, подвезите нас до метро, вы в ту сторону, мы такие, да, мы что могли, открывали борт, там, подвозили людей и общались с ними, они говорят, ну, нам стоит только уезжать отсюда пока и все, а то, что не было такого, то, что вот вы там пришли на нашу территорию, там вы все разграбили, ну, пятое такое, ну, как бы не было такого, они просто просили о помощи там, и мы им помогали, все. А не было мысли, что они просто вас боялись, потому что вы со сброей, а они безоружные были? Ну, не знаю, если бы они были другого мнения, некоторые там так и говорили, как бы мы тоже видели уже, когда были вот под Угледаром, там были люди, которые, ну, говорили то, что вы зачем сюда пришли, ну, высказывали свою точку зрения, и им никто на их выражение никто ничего плохого не сделал. Угу. Расскажите, пожалуйста, как вы ранения свои получили? Это уже произошло, когда, получается, мы с Мариуполя приехали на другое направление. Мы сначала встали в Степном, где Новомихайловка, а потом нас оттуда через дня 4-5 отправили под Угледар, деревня. С правой стороны Никольская, с левой стороны, забыл деревню, где мы стояли. В этой деревне, получается, мы стояли около месяца, нам сказали просто заезжайте туда и держите оборону. После чего сзади нас, которая деревня была, Егоровка, с этой деревни, получается, как бы наш тыл считался, оттуда уехали наши же военнослужащие еще вот назад. После этого нас взяли в окружение в этой деревне, в Павловке, вот в Павловке мы стояли. И нас взяли окружение, после чего, получается, мы собрались с командирами группами. Ну, у нас было там уже не взвода, ничего, а группы маленькие, там по 3, по 4 человека. Решили выходить из окружения через лесополосы, которые рядом были. Получается, когда начали выходить уже с Павловки, это было часа в 3 утра, до 4:30 мы шли, все было хорошо. Мы, получается, шли в сторону Никольского по балке, после чего думали уже уходить в тыл к себе, ну, получается, повернуть в тыл к себе. Мы пошли в тыл и наткнулись на пост, как раз-таки уже на тот момент уже они выкопали пост, украинские войска. Они заняли полностью оборону сзади нас, ну, заняли позиции, и мы наткнулись на пост. Получается, мы когда наткнулись, там сзади нас, которые люди были, они убежали в другую сторону. Я остался с 12 человеками впереди. И, получается, вот началась перестрелка, после чего мне попали в руку. И из 12 человек у нас 3 попало в плен, и остальные все погибли. Как вы считаете, ради чего они погибли? Стоило ли? Да, я думаю, нет, а там еще тем более некоторые сами застрелились и сами подорвались, как бы. Не могу ответить, за что они там и как. Сами застрелились? Вы Да. это видели? Да, да. При мне, мои же товарищи. Ну, не мои товарищи, а мои подчиненные. Ваши подчиненные. Вы командир? Да, командир взвода. Командир взвода. А сколько людей застрелилось там? 1 и 1 подорвался. А остальных, получается, ну, кто был сильно
никто сильно был ранен, а как-то так получилось, то, что мы уже в конце вот осталось нас 3 человек, которые попали в плен. Мгм. Что бы вы хотели сказать родственникам этих людей, которые застрелились? Ну, Как командир? к этим родственникам я сам приеду и расскажу им, как их сыновья и как их мужья, как они погибли. Потому что, дай бог, если все получится и получится обмен, то я сам планирую вместе с своими товарищами, которые в плен попали, мы сами решили, что мы поедем и расскажем, как их сыновья и мужья погибли. А вы командир взвода, вы офицер? Да, лейтенант. Вы представляли? Да, в самом начале я сказал. Лейтенант. Что для вас значит офицерская честь? А в каком плане? Ну, я не понял вопрос, вот так вот можно скажу. Ну, не понимаю, как на него ответить. Что вы имеете в виду честь офицерская? Ну, что для вас значит честь и офицерская? Тем более в другой стране делать. Что вы делали здесь, как офицер с честью? Выполнял свой воинский долг, присягу, которую я поклялся, грубо говоря. Ну, и так ответить. Мгм. Какая цель от этой вашей так званой спецоперации? Освободить от чего? От кого? Ну, я же говорю, как бы у нас, я уже рассказывал то, что у нас первые 1,5 месяца связи вообще не было никакой. Какие нам давали приказы, мы их выполняли. Но у нас не было связи, в принципе, в смысле, ни с родственниками, ни с какими-то информационными или еще что-то. Нас как бы не то что загнали, а мы заехали на территорию, и все, и после этого у нас не было никакой информации, ничего, нам просто поступали приказы. Когда мы 2-й раз уже уезжали, там, если кто не соглашался, грубо говоря, стояла рядом военная полиция и забирали их. Что с ними дальше, мы также не знаем, что с ними дальше случилось. То есть люди, которые отказывались, и сразу их забирала военная полиция? Да, там стоял, получается, уже когда были уже команда марш, ну, колонии марш, то там уже стояла рядом военная полиция, кто отказывался, они их забирали с собой. А дальнейшее, что с ними случилось, мы как бы не в курсе с этим. А много отказывались? Ну, грубо говоря, у нас там человека 3-4 отказалось, еще с других подразделений. Ну, я не могу точное число сказать, но отказывались люди, да. Уже 8 марта это было. А вы вот для себя как-то... вам не кажется, что вас обманули? То, что у вас 1,5 месяца не было связи ни с кем, ничего такого. Что вы могли бы сказать про своего командира? Ну, то, что обманули, не могу на это сказать, как бы, как вы сказали, там, честь офицера там, или еще что-то, то я выполнял приказы, после чего уже мы могли что-то сказать там, или еще что-то. Какие-то приказы, которые в плане касались именно там, ну, если бы они были, но их не было там по поводу гражданских или еще что-то, у нас не было таких приказов, как бы. Я выполнял просто, ну, то, что мне говорили, и как бы в принципе все. Я думаю, ну, прошу прощения, хочу уточнить. Я думаю, что Алина имела в виду, есть кодекс чести офицера, Ага. и трактуется он у вас как... в буклете «Офицерская честь» рассказывается о правилах чести и достоинстве офицера, формировании кодекса офицерской чести. У вас чистая совесть? Да. Честь – это главное внутреннее достоинство русского офицера, его доблесть, благородство души и чистая совесть. Да, я считаю, что да, я такого плохого ничего не делал, ни одному гражданскому человеку я ничего не причинил. Наоборот, как я рассказывал вам уже, то, что мы в Павловке были, там помогали семьям, помогали, ну, развозили там пищу, еще что-то, что они просили. И как бы, ну, не знаю. Я считаю, что я честно. Военных зачем убивать наших? Зачем? Ну, это же наша территория. Это тоже же люди. Зачем? Совесть чиста здесь?
Ну, как бы это война, и что получается, и мы ваших убиваем, и вы наших, как бы, ну, Но мы на я, своей да, территории. это я в курсе, да, это я в курсе уже общался со всеми, да, это я в курсе, но не могу ответить на вопрос. Нам поставили задачу, и как бы мы ее выполняем. То, что на поле битвы, как бы на поле боя, то, что, ну, имеется в виду, как это правильно сказать, происходит, то не могу ответить на этот вопрос. Русский мир в Мариуполе красиво выглядит? Не могу еще сказать на это, но когда я заезжал, ну, Мариуполь был не в таком состоянии. Но я не видел его до, и могу сказать то, что после там были все, ну не все, сожженные здания после авиабомб, после артиллерии разрушенные здания. До я не видел этот город. Вы бы хотели, чтобы вот ваша семья там жила? Вот во время этого всего? Скорее всего, нет. Вы понимаете, что там очень много детей было и гражданских, которые Это убиты? да, но так же, как могу сказать, по словам командования, когда заходили в этот город, командирам нашим сказали, ну не командирам взводов, а командирам рот, там еще выше, то, что... Например, Мариуполь до войны и после войны. Мгм. Это, улица, да, вот? да, это вот так вот сейчас это все выглядит. Это русский мир пришел. Мгм. Ну, чтобы для наглядности. Да, я понял. Для зрителей фотографии первые в Google. Мариуполь до и после войны. Еще раз, что вы спросили? Хотели ли вы, чтобы там жила ваша семья и... Я ответил нет, да. А потом вы еще что спросили, я уже забыл. Я уже сама забыла. Сама уже заметила. Мгм. Известно ли вам, сколько убитых детей? Вот я вспомнил. Когда мы заходили в город Мариуполь, я начал рассказывать то, что нашим командирам выше, которые были, сказали, то, что там ни одного мирного жителя нету. После чего, когда наши уже начали заходить, они увидели то, что там много гражданских, они начали вот на пункт вот этого метро выводить, ну, чтобы они уезжали с этого города. Но когда только начали заходить, нам сказали, что там ни одного гражданского нет. Известно ли вам, что именно россияне не разрешали уезжать мирным гражданским людям из Мариуполя? Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что конкретно грубо говоря, за себя и за людей, которые со мной рядом были, которые мы, наоборот, помогали всем людям. Ну, они просили о помощи, там, некоторые говорили, типа, ну, как я рассказывал, довезете нас там до метра или еще что-то, мы отвозили их спокойно, ничего в этом такого не было, а что дальше происходило, не могу, потому что там были автобусы, и после чего эти автобусы уезжали, ну, и все. А то, что вы сказали, именно русские люди не давали им выезжать из города Мариуполь, не могу об этом ничего сказать. Также ездя по Мариуполю, когда я ехал, ну, там, получается, были некоторые остановки, которые прям люди стояли и ждали, пока их отвезут. А вы знаете, что с Мариуполя насильно также вывозили людей в Россию? Нет, вот этого не знаю, нам показывали видео сейчас, насчет вот этого не могу ничего ответить, не был свидетелем такого. Факты о том, что насиловали детей и женщин в Украине русская армия, известно вам? Да, рассказывали мне уже тут, показывали видео с Бучи, с Ирпени, если не ошибаюсь, да, правильно? До этого нет, не слышал и ничего подобного, ну, не видел. Как вы относитесь к этому? Ну, это не есть хорошо. Это со стороны людей, которые, грубо говоря, пришли сюда и занимаются таким, их просто судить надо за это. Если к вам пришли бы, к ваш дом, к вашей жене, вы бы защищали? Ну, понятное дело, конечно, да. Чем занимается ваша жена? Она Она знает, что вы в плену? Она, да, знает. Я ей позвонил уже, у меня, получается, я уже 2 раза ей звонил, как бы, и я в списках пленных, все, как бы, во всех списках есть. Она на связи, вы позвоните. Да, и просто уже сижу, ну, как бы, жду обмена. Уже с ней разговаривали,
как бы насчет этого, ну, насчет всех этих, как бы сказать, ну, насчет всей этой ситуации. Что Так она что- думает об этом? Ну, она, что она может думать? Это просто она жена, грубо говоря, военнослужащего и все. Она не может никакие решения принимать, как и, в принципе, я. Позвоните ей. Можете сами с ней пообщаться, она вам ответит на некоторые вопросы, которые вас интересуют. Давайте. Дети есть у вас? Нет, нет, Детей нет. нет. У меня будет Ты, вид. ты нужно предупредить, что будет опубликован заголовок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина, я журналистка с Украины. Ваш разговор будет записан, наш разговор будет записан и опубликован. Скажите, пожалуйста, вот у нас здесь ваш муж. Хотела вас спросить, Вас очень плохо слышно, можно? что Я вас именно... не слышу. Мгм. Вообще все, кроме здравствуйте. Здравствуйте, говорю, журналист из Украины. Разговор наш будет записан и опубликован. Здесь ваш муж сидит. Хотела вас спросить, как вы относитесь к тому, что он воевал против Украины? А что я могу как к этому относиться? Он служил в армии, ему сказали ехать, он поехал, все. А где вы И сейчас? то, что он оказался на Украине, я не знала. То есть, когда он просто пропал со связи, и все, его не было там неделю или две, я не знала, где он находится совершенно. А вы сейчас в Севастополе? Что еще раз? Вы сейчас в Севастополе? Нет, я уехала из Севастополя. А почему? Ну, потому что тяжело мне здесь одной. Мгм. Я уехала домой к родным. Я вам дам сейчас вашего мужа, поговорите с ним. Спасибо. Привет. Как дела? Как дела? У меня нормально. Как это может быть? Насколько это может быть? А у тебя? У меня нормально все. Вот завтра поеду на снимок еще раз, и потом уже будут уже снимать аппарат. Кого? Аппарат. Болит рука? Нет, все хорошо, все нормально, шоу затянулся, все хорошо. Понятно. А что, у тебя там что-то с костями было? Да, вот, получается, ну, травма была, кость собирали уже. Угу. Понятно. Так все хорошо. Ну, по обмену ничего тебе не могу сказать, потому что Да, как бы. нет никакой информации. Это все понятно. Ну, вообще, просто сейчас и в принципе обменов нету. И что делать дальше, пока непонятно. Вообще темный лес какой-то. Да, все хорошо Нет, будет, все хорошо будет, не переживай. У меня все нормально, как бы за меня не переживай, все хорошо, нас кормят, все Ага, не нормально. переживай. Все нормально. Скажи лучше, там, ну, у тебя все хорошо, как родители. Нормально. Все, у всех все хорошо. Какое хорошо, вот. Что ты говоришь? Да все, успокойся. Сейчас. Обращалась ваша жена? Куда-то обращалась? Да, она обращалась в Красный Крест и везде она все. Не, по вашим, по военноначальникам, по вашим обращалась. Красный Крест не решает. Ваши Ничего не военкоматы. решает этот Красный Крест. А, Никто ничего не решает. спрашиваю, ты обращалась в нашу, ну, часть? Да нам это не надо, это вам надо. Да, блин, это ваша часть, это ваша часть срань. Во все уже обращалась, куда только можно. Ладно, все, спасибо. Часть вообще ничего не решает. Вон там, это в Министерство обороны все надо идти. Ну, Красный Крест тем более ничего не решает. У всех нормально все говорили. Ничего хорошего. Ладно, чуть-чуть осталось. Все тебя домой ждут. Ну, То
Короче, это видео точно через пару дней будет на канале, пусть возьмет его и с этим видео еще попробует обратиться. Да, что- хорошо. Мне посоветовали, сказали, то, что это видео 100% на канале выйдет, так как предыдущее, ну, не вышло в течение там 2-3 дней. И сказали, можешь еще раз обратиться, сказать, что ну я тут. И... Так они знают, что ты в плену, потому что у тебя статус как военнопленного. Просто обменов сейчас нет в принципе, никогда был крайний обмен. Никто даже мне эту информацию не говорит. Ну, давайте я скажу. Сейчас, подождите. Я просто владею информацией, да, этой. Значит, смотрите, у меня на канале, если вы там заходили, смотрели, видели, да, мы к прошлому обмену готовили там, по-моему, 18 человек, это было еще около 3 недель назад это видео вышло. Мы всех построили, поименно перечислили, список зачитали, что они готовы на обмен, их привезли на обмен. И этот обмен закончился обстрелом с российской стороны и срывом с российской стороны. То есть они так никого и не показали со своей стороны, кого они нам отдают, и никого так на обмен не привезли. Ну, это все мы публикуем по ходу на канале, для того, чтобы вы могли заходить, проверять и видеть. То есть, как бы этот обмен в итоге так и не состоялся? Нет, 3 недели уже обмен, ну примерно 3 недели уже обмен в зависшем состоянии вот, после того случая. Ну, понятно. Все Моешься, кушаешь? Да, все хорошо, я тебе говорю, не переживай. Что еще делаешь? Читаю. Много Что читаю. читаешь? Много всех книг Никогда читаю. не читал. Ну, сейчас вот пока есть время. Можно узнать, как у других ребят было? Ну, если можно. Ну, это потом, если мне разрешат уже. Если что, напишу тебе. Понятно. Скажи мне, что там вообще про наших слышно, ну? Про кого про ваших? Ну, про тех, кто остался там еще. Я ничего не знаю, я вообще даже не слушаю, ты после того, как в плен попал, мне вообще... Ничего не слушала, что там происходит, ты что там, как у них дела, ничего не знаю. Я знаю, что, ну, много кто в плену, может быть, ты кого не знаешь даже. И есть ребята, кто без вести, и как бы все. Ладно, я понял, все услышал. Скажи мне еще один вопрос. Деньги какие-то приходят или нет? Приходит все. Ну, все. А сколько вам начисляют? Ну, зарплаты и там сверху я не знаю. 200 тысяч этих платят? Нет столько. Обычно зарплаты и там 5 обманули. сверху там не знаю сколько. Ладно тогда. Так ждем просто и все, как бы. Сейчас еще раз этот дам трубку, там уже еще раз спросите, ответишь. А что, у тебя какое-то интервью не вышло первое, когда... Не могу ответить просто. Ну, Там со звуком были. все нормально, не переживай. Просто дали возможность еще раз позвонить. Понятно. Что ты еще хотел тебя спросить? Мыться вас водят? Да, все, я говорю, все На улицу пускают? все хорошо, не переживай. Я тебе Да еще... ты мне ничего не рассказываешь. Я тебе говорю, кормят нас, моют, все хорошо. Нормально обращаются. Читаем книги и все хорошо. Мне оказывают медицинскую помощь. Сейчас уже 3-ю операцию будут. Ну, делать как бы. Сейчас вытаскивают. Буду делать, но почему? Ну, вот эти вот железки-то они как-то вытаскивать будут с руки. Аппарат Елизара. Аппарат Это Елизара. типа тоже операция? Ну да, конечно. Это под наркозом? Не могу тебе ответить на этот вопрос. Вот завтра поеду на снимок. Ну ты как бы там посидишь у вас хотя бы там несколько человек или как? Да, у нас в комнате много человек, не переживаем. Мы как бы все вместе, все хорошо. Общаемся, разговариваем. Да, конечно. И что, как у тебя там психологическое твое состояние? Ну как, ты думаешь, что типа я улыбаюсь, у меня все хорошо? Нет, бывает иногда. А так нормально все, я говорю, общаемся с
нам приходят, показывают разные видео, что вообще происходит в Украине и на территории, как вообще, что, ну, поняла, да, и после чего мы сидим, думаем, обсуждаем это все. Поняла. Давай, держись, Зай, я тебя очень сильно люблю. Это ты держись, что мне ты держаться? Все, успокойся. Давай, люблю тебя, пока. Пока. Давай, всем привет, передай. Ладно, хорошо. Я тебя люблю. Как вы считаете, почему она уехала из Севастополя? Ну, потому что по крайним, которые нам видео показывали, там, ну, взрывы или еще что-то, ну, понятное дело. Не, просто я сказал, пока я ей не скажу из Севастополя не уезжать, но она правильно сделала, что из Севастополя сейчас пока уехала к родным, потому что там она одна, по факту, когда я ее перевез с другого города, с Екатеринбурга, куда она была одна и как бы работать начинала, у них там все, грубо говоря, друзья, все знакомые остались в другом городе. Вот вы спрашивали за деньги, которые приходят. Да, я спрашивал, потому что мне было интересно, потому что, ну, как бы не только мне, всем, кто находится со мной, это, ну, не то, что там какой-то такой вопрос, просто интересно, платят во время плена или нет. Мы как бы об этом не знали, и никто нам не может ответить на этот вопрос. А вы считаете, это хорошие деньги? Что вы- Нет, ну, просто понимаете, в чем смысл? Со мной сидят люди, у которых там жены, дети, и они просто, ну, как бы у них не на что, грубо говоря, женам там, ну, детей кормить или еще что-то, как бы просили спросить, не спросили. Мгм. Как Ну, бы всем интересно этот вопрос. Вы понимаете, что то здесь тоже жены, дети, без домов, без Да, зарплат? да, я понимаю. Но опять же, видите, нам платят, я просто спросил, на зарплату платят, как бы, которая обычно приходит каждый месяц. А то, что там сверх, я говорю, вот меня спросили, там 200 тысяч, нет, такого нет. Что бы вы хотели сказать своему президенту? Президенту ничего не хочу сказать. Могу только сказать тем людям, которые, ну, посмотрят это видео, другие, ну, военнослужащие или еще кто-то. А почему президенту вы хотите ничего сказать? Что он делает правильно прям? Не могу сказать, просто хочу, наверное, как бы, чтобы Давайте к людям. именно в плане с пленными как бы проходило как-то побыстрее, ну, обмены вот эти вот, потому что на территории России, что на территории Украины есть пленные, и как бы заняться этим вопросом. А людям, которые смотрят, я говорил, думать перед тем, как, ну, ехать сюда, если ты у тебя нету семьи, там, грубо говоря, родителей, ни жены, никого, то вот, ты можешь ехать сюда, зарабатывать там эти деньги, которые ты захочешь заработать. А если у тебя есть родители, там, ну, близкие люди, которые тебе дороги, то лучше подумать, ехать сюда или не ехать. То есть, если нет родителей и нет Но семьи, если он... то можно нет, ехать сюда не то, зарабатывать что деньги. можно, не то, что можно ехать, а то, что можно поехать и не вернуться отсюда. Вот так вот я скажу. Безвозвратно. Это каждый человек должен понимать. Если бы вы вернули время назад, вы бы приехали сейчас сюда еще раз? Нет. Я как бы уже на тот момент, когда я рассказывал, то, что мы уже у нас отказывались больше людей, как бы не то, что нас там заставили, еще что-то, нас просто посадили и завезли. Все. Ясно. Ну, хорошо. Да, по-моему, я думаю, не нужно ближайшее. А я что, сняла микрофон? А? А я что, сняла микрофон? Вы сейчас без микрофона был? Нормально. Он у вас здесь лежал сегодня. Вот сейчас я Да кину. я ж говорил, что повесь. Это, наверное, Я забыла. есть вот этот. Нормально. Все, да. Ох, идите. Не приезжайте больше к нам. Все, спасибо. Сюда. Присаживайтесь. Вы даете добровольное согласие? Питання, Она не дала согласия. питання з мікрофоном, це звісно, що ще те питання. Добре, що у нас їх два, тепер один дублює на всяк випадок, але я думав, що тебе було чути дуже погано.
Щось мені здається. Це питання до жінок більше, я тобі сказав на вушку. Більше, тому що ми спілкувалися там з однією журналісткою, і там її мама взяла слово і почала питати про саме ці речі. От як вам знати, що за ці кошти, да, за які ви там зараз харчуєтесь, то ці кошти вам платять за те, що ваш чоловік поїхав вбивати українців. Да? І я вважаю, що це такі жіночі питання. Да? Це перше. Друге, я не переривав вас, але є декілька моментів, які обов'язково потрібно доносити до росіян. Момент перший. У них на чому базується пропаганда? Це ж відео, вони щонайменше на 50% для росіян. На чому у них базується пропаганда? У них базується пропаганда перша. Так, де ти тут є у мене? Ладно, добре, я тобі так покажу, потім відправлю. Перше, це те, що Україна мала напасти на Росію і на Білорусь. Так? Я тобі зараз відправлю, у мене тут є дуже такими жирними мазками описано, що було у нас і що було у них з озброєнням. І що це, в принципі, технічно було неможливо. Да? Тобто їм потрібно задавати це питання. Ви вірите, що Україна мала напасти на Росію і на Білорусь? Щоб розвінчувати цей міф. Тому що це міф для абсолютно тупоголових, але росіяни в нього вірять. Далі. Друге. Чи вірите ви в заражених цих птиць? Це також відправлю, це Михалков розповідає про заражених птиць. Але росіяни в нього вірять. Але росіяни в нього вірять, в цей міф. Далі. Статистика загиблих мирних за 4 місяці проведення цієї так званої спецоперації і за оцих 8 років, про які кажуть. Про 8 років, якщо вони не бачили, як Росія вторгалась на Донбас в 2014 році, у нас є спеціальна нарізка на окремому каналі. Там звідки тільки я взяв цю нарізку, да, щоб показувати тим, за 8 років, щоб показувати тим, хто не знає, як це все відбувалося, щоб вони могли включити і переглянути, як це все відбувалося. Також про це не зайве буде говорити. Далі, втрати росіян. На одного москвича загиблого в Україні приходиться 87,5 дагестанців, 275 бурятів, 350 тувінців. Тобто один москвич загинув, а таких самих тувінців тут загинуло 350. Це офіційна статистика. Про Оленівку запитання непогане. Якщо вони кажуть, що це ми вбили самі своїх полонених, да? Як сталося так, що ось це Дар'я Морозова, це їх так звана... Сказала, що російські військові там не були. Ні, сказала, що жоден з охоронців не постраждав. Як так може бути? Ці полонені, вони утримуються тут. В принципі, плюс-мінус система утримання, вона однакова на всіх СІЗО, на всіх лагерях. І вони чудово знають і чудово розуміють, що якби їх загинуло тут, якби вони загинули тут, то не могло б так статися, що не загинув би або не постраждав жоден з охоронців. Так не буває. І це також добре запитання. Я не кажу задавати їх всі, але так згадувати в інтерв'ю ці основні фейки, основні міфи росіян потрібно. І кожен міф, кожен фейк, який виходить по ходу, ми його обговорюємо з полоненими. Це не випадково, це для того, щоб доносити до росіян, що це бред сумасшедший. Далі, почему Россию не смущает, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, но так смущало гипотетическое вступлення України в НАТО? Вони, багато хто з них починає розповідати про вишки в Криму, ці бази НАТО в Криму і так далі, і так далі. Ну тоді, звісно, що логічне запитання, що може їх за 8 років тоді ніде більше не поставили, якщо їх мали поставити в Криму. Треба згадати, що в принципі, наскільки ти знаєш, наскільки тобі відомо, нас в НАТО ніхто не збирався приймати. Ось принаймні. Ну там потрібна згода всіх членів Альянсу, а Франція, Германія, вони ж, Німеччина, вони ж там були глибоко стурбованими. Це відео, я не знаю, наскільки ти його можеш там перенести чи не можеш, але це відео зі знущаннями з нашого полоненого.
І коли вони там розповідають в Росії черговий міф про те, що у нас начебто ми їх каструємо, потрібно показувати, що насправді відбувається. І це дії дуже. Тобто, якщо вони десь до них там щось не доходить, то показуєш їм ці відео, і вони стають притомними одразу. Ну, плюс-мінус, наскільки це можливо. Почему российские пропагандисты призывают расстреливать несогласных украинцев, а учителей отправлять в лагеря? Вот вопрос, потому что вот как радио «Комсомольская правда», ну это один из эпизодов просто, да, где он сидит и рассказывает о том, что наших учителей нужно ссылать в концлагеря под палящим солнцем. Вот он конкретно здесь говорит, я тебе тоже это перешлю. Это нужно брать прямо с телефона и им показывать, без проблем. То есть, вообще. Ну і звісно, що язикове питання, мовне питання, да. Якщо вони думають, що тут хтось притісняє русскоязичних, любому из них ты можешь предложить выйти по гражданке в город и купить кофе, спросить, как пройти на ту или иную улицу. Ну, чтобы они воочию увидели, что, в принципе, у нас разговаривают на разных языках в стране. На английском, русском, китайском и украинском. Просто то, что мы понимаем два языка, а россияне всего лишь один. Вот в чем разница. В принципе, все. Вы звонить домой будете? А? Домой звонить будете? Так, собственно говоря, после интервью выяснилось, что, представьтесь еще раз, Юн Илья Дмитриевич. Илья Дмитриевич на следующий день едет снимать аппарат Елизарова. Напомните, пожалуйста, это было ранение, да? Да, было ранение, как я говорил в интервью. Выходили с окружения, наткнулись на пост вооруженных сил Украины. После чего я получил ранение. На третьи сутки после того, как я был в плену, мне сделали операцию под общим наркозом. У меня было ранение с тем, что кость была наполовину раздроблена. Это шов, я так понимаю. Да, это получается здесь было ранение само, где собирали кость. После чего на третьи сутки вот меня отвезли в больницу, сделали операцию и поставили аппарат Елизарова. После чего сделали вторую операцию, когда уже зашивали сами получается, саму кожу и зашивали мышцы. Я понял. И сколько вы уже с ним ходите? Скоро будет 2 месяца с этим аппаратом. Понятно. Вы знаете, кто вам делал эту операцию? Мне, получается, не лечащий врач, а медсестра сказала то, что тебе делал профессор, его зовут Михаил, также водителя, который меня возил каждый день на перевязке. Не каждый день, а через день меня возили на перевязке к доктору, и его тоже звали Михаил. Вас сколько, месяц возили на перевязку? Нет, меня возили, получается, там, где я был 10 дней, предыдущее место, меня возили через день. Через день. Да, получается, одну перевязку делала сама медсестра, там, где я был, а, получается, через день возили именно в поликлинику, где делал доктор перевязку. Понятно. Тут зашел разговор на тему ролика, который мы выложили, где призвали наших военных защитников брать в плен, а не убивать. И вот, эту тему поднял Илья, да? Да, я просто спросил, показывали нам видео, где на YouTube-канале у Золкина вышло видео, где за каждого военнослужащего там определенного давали какое-то поощрение, я не помню уже точно. И просто спросил, есть пленные после этого или нет. Да, есть люди, обращаются, выплаты уже были, мы это покажем чуть-чуть. Поэтому, кто не видел видео, тут будет ссылка на наше обращение. После какого видео, вы сказали, мы опубликовали его? Я не могу сказать, к нам приходят, показывают разные видео, и вот один из видео это было, когда нам показали именно ваше видео, где за каждого пленного. Не, там где кастрация была. И тут получается... Да, нам тоже показывали то, что в телеграм-канале русский военнослужащий кастрировал пленного ВСУ. Понимаете, какой контраст? Вы сейчас едете к профессору, а ваши занимаются вот этим.
чем занимаются. Видно кусочек города через стекло. Я спросил, красивый или некрасивый, говорит, не видно. Ну, а вы сами откуда, напомните? Я из Башкортостана. Ну, я думаю, там не так. Ну, в республике-то Уфе, может быть, есть такие места, где там тоже красиво, но по верхушкам, да, скорее всего, домов. Так вот, и от кого вы пришли освобождать? Нас от этих домов? Уничтожать? Не могу ответить. Ну, понятно. Самореза. Я реально не шарю. Как? Что там внутри? Ну вот в виде самореза получается, и оно насквозь через кость. Если снимок вы посмотрите, то увидите, то, что у меня вот именно вот этот саморез через кость. Ага. Все 4 получается. То ты думаешь, что надо наркозу? Ну я не знаю, сейчас доктор скажет. Что скажет? А кость типа раздробилась, получается. Половина кость, да, была Половина кость. раздроблена. Сделали снимок, сказали, что кость еще не до конца срослась. Как минимум еще целый месяц ходили, после чего уже будет операция и снимут аппарат Елизарова. Операция будет полноценная под общим наркозом? Не могу ответить. Или на это. не говорили? Не говорили, просто сказали, что кость еще не до конца срослась, еще как минимум месяц ходить с этим аппаратом. Я понял. Ну, как вы считаете, вам хорошую медицинскую помощь оказывают? Да, я считаю, что да, потому что уже было 2 операции, которые позволили мне оставить руку, как бы, и благодарен тем, кто помог, кто помогал мне. Понятно, спасибо. Смотрите, история следующая. Ни в коем случае не подумайте, что мы получаем какое-то удовольствие, показывая, насколько мы гуманны. Но мы надеемся на то, что люди, которые увидят в РФ, врачи, к военным, по-моему, бессмысленно обращаться, но все-таки. Посмотрите, как мы обращаемся с нашим врагом, с нашими оккупантами, которые пришли нас убивать. И я призываю обращаться хотя бы хоть как-нибудь вот так вот. Спасибо. Мы вот тут продолжаем беседу. Я спросил Илью, как он считает, что с нашими солдатами и офицерами также обращаются. Вот он сказал, что просто повторите то, что вы сказали, если хотите. Доктор, с которым я езжу, сказал то, что приезжают пленные с территории России, то, что они приезжают не с очень, как бы сказать, хорошей медицинской помощью, то, что там у кого-то гнилые раны или еще что-то такое подобное. Это имеется в виду после обмена, когда мы забираем наши. Призываю врачей и людей, которые связаны с местами, где удерживаются наши солдаты, наши бойцы, защитники. Прошу вас и умоляю оказывать медицинскую помощь. Я считаю, что это по-честному, потому что вот вы смотрите, сколько вложено труда наших врачей.